И снова здравствуйте. Посмотрел я на то, какие вопросы задаются под видео про переломы, и решил заснять такой цельный, объединенное, видео на эти вопросы. То есть фактически весь материал я сейчас перезапишу заново. Соответственно, большая просьба тем, кто это начал смотреть внимательно до конца. Не как сейчас это модно, перескакивая через каждые 10, 15, 30 секунд, а смотреть все подряд. Потому что комментарии к этому видео я закрою. Вот. Просто потому, что вопросов быть больше не должно. Итак, поехали. Исходя из того, что человек создан природой, исходя из того, что он рассчитан жить на планете с определенной гравитацией, его кости изначально должны выдерживать достаточно большие нагрузки. Имеется в виду естественные нагрузки. Человек не должен себе ничего ломать при падении как минимум с высоты своего роста, а то и выше. Вот просто не должен ничего себе ломать. Люди, тем не менее, умудряются ломать себе кости при падении, просто идучи пешком, шел, подскользнулся, упал, очнулся, гипс. Почему так происходит? Так происходит по одной простой причине. В организме нехватка кальция. Нехватка кальция образуется по разным причинам. С одной стороны, там работает причина конкуренции между железом и кальцием в усваиваемости того или другого. С другой стороны, это все регулируется эндокринной системой. И, соответственно, при нарушениях, даже малейших нарушениях работы эндокринной системы, возникает вот такой вот дисбаланс. Гемоглобин хороший, зубы вроде как нормальные, как у всех, но кости почему-то ломаются. Это говорит о том, что у человека остеопороз, который еще не диагностирован, потому что, согласно статистике, медики считают вот это явление нормальным. Поэтому с их точки зрения это просто единичный случай, а не остеопороз. Все. Это то, что надо знать вам. Соответственно, если не хватает кальция, хрупкость костей, и при малейшей нештатной нагрузке кости ломаются. Я сейчас говорю о достаточно естественных причинах. Я не говорю о тех случаях, когда человек выпал с 9-го этажа. Я не говорю о тех случаях, когда человека сбила машина. Или когда ему стукнули молотком по голове и пробили череп. Я говорю о более-менее естественных причинах. Когда человек шел или ехал на велосипеде, навернулся и сломал что-то себе. Тем более, когда речь идет о детях. Если речь идет о ребенке, там вообще ломаться ничего не должно. Потому что не то соотношение прочности и массы. Да и высоты роста не должно еще хватать. Поехали дальше. Получается, что из-за нарушения работы эндокринной системы у вас нехватка кальция. В результате вы сломали ногу. Соответственно, чтобы починить вот это все хозяйство, требуется, так как организм у нас система самовосстанавливающаяся, требуется этому организму просто-напросто помочь. Ему необходимо дать материалов, и ему необходимо создать условия, при которых он все быстро восстановит. Для того, чтобы обеспечить кальция в достатке,
Наиболее насыщенный кальцием у нас это семена кунжута. Чтобы их правильно усвоить, необходимо разрушить оболочку, покрывающую эти семена. Следовательно, семена надо пропустить через блендер, или через мясорубку, или через кофемолку. Да хоть потереть между камнями, необходимо разрушить пленочку, которая покрывает каждое семечко. Иначе это семечко пройдет в неизменном виде через желудочно-кишечный тракт, а выйдет у вас в унитаз, и пользы вы от него не получите. Это надо понимать. Значит, это что касается кальция, с одной стороны. Второй источник кальция – сушеная вобла. Почему я говорю про сушеную воблу? Потому что она хорошо мелится в блендере, с одной стороны. С другой стороны, сушеная вобла является нежирной рыбой. Соответственно, фосфора в ней мало. Вопреки расхожему мнению, большое количество фосфора не улучшает усвоение кальция, а блокирует его. Улучшает усвоение кальция очень маленькое количество фосфора. И этого фосфора на самом деле у нас в еде выше крыши. Во всяком случае, исходя из потребностей организма. Поэтому рыба должна быть нежирная. Поэтому рыба должна хорошо молоться. Вобла мелится очень хорошо. Потом ее можно есть ложкой. Все остальное потом требуется, соответственно, разжевывать зубами, что не очень удобно. Поехали дальше. Для того, чтобы восстановить... Да, почему, еще раз, почему рыба? Вместе с костями, вместе с чешуей. Потому что там кальций содержится уже в органическом виде. Уже в органическом виде. Мел – это кальций в неорганическом виде. Яичная скорлупа – это кальций в неорганическом виде. Неорганический кальций, проходя через желудок, проходит реакцию с кислотами. И эта реакция заканчивается у вас газами и нерастворимым осадком. Нерастворимый осадок в лучшем случае будет выведен через кишечник, в худшем случае осядет у вас в почках. Поэтому те, кто бегает и кричит, что надо взять яичную скорлупу, ее надо растолочь, а потом жрать, это все то же самое, что взять раковину моллюска, растолочь, потом жрать. Это то же самое, как взять, например, кораллы, растолочь и потом жрать. Это все то же самое, что взять обычный мел и потом его грызть. Это не органический кальций, он у вас не усваивается. Для усвоения кальция необходимо, чтобы он был связан с аминокислотами, что уже есть в кунжутном семени, что есть уже в рыбе. И с витаминами, что есть и в семени, и в рыбе. Соответственно, для улучшения усвоения вам требуется все-таки, еще на всякий случай, ну просто по факту того, что у вас перелом случился, значит у вас чего-то в организме не хватало, надо дополнить. Поэтому на всякий случай дополняете ежедневно по капле витамин D3. Поехали дальше. Чтобы вам восполнить и привести более-менее в порядок эндокринную свою систему, потому что бывают случаи, когда человек вроде бы все делает, что ему назначили, но перелом у него все равно не срастается полгода, иногда бывает больше. Это говорит о том, что эндокринная система работает совершенно неправильно. Чтобы она работала правильно, вам надо добавить банально йод. Йод добавляется в виде йодонормина. Например, если у вас нет йодонормина, возьмите другое что-то, возьмите йодид кальция.
Здесь йодат калия. Вот в этом йодонормине. В йодомарине, соответственно, йодид калия. Возьмите хоть что-нибудь. Ешьте хоть что-нибудь. По 50, по 100 миллиграмм с утра вам будет уже хорошо. У вас уже все срастется нормально. Сколько это делать? По каким дозам это надо есть? Про йод я сказал. Все остальное, ребят, это еда. Еще раз повторяю. Это еда. Как можно дозировать хлеб? Как можно дозировать борщ? Как можно дозировать кашу? Сколько хочется, столько и ешьте. Если вам хочется этого кунжута молотого горстями, ешьте горстями. Ваш организм всегда умнее любых диетологов. Если вам хочется вот эту вот воблу горстями, килограммами, ешьте килограммами. Если вам не хочется воблу, не идет она у вас, не ешьте воблу. Ешьте только кунжут. Понятно, да? Я правильно все объяснил? Доходчиво? Потому что пытаются дозировать эти вещи как антибиотики. А по сколько граммов? А сколько в ложках? Сколько хочется, столько и ешьте. Утром, в обед, вечером. Кунжут можно есть с каждым приемом пищи. Добавлять его в чай, добавлять его в кашу, в суп. Куда угодно, как угодно. Хоть в прикуску, хоть размешивая. С воблой чуть посложнее, но в обед, на ужин она идет вполне себе нормально. Что еще забыл? Для того, чтобы обеспечить стерильность места перелома, а в кровотоке у нас присутствует в качестве агентов крови не только то, что полезно, но и различные патогенные микроорганизмы. Кровь не является у нас стерильной. Все-таки. Как бы кому-то не хотелось поспорить на эту тему. Следовательно, необходимо простерилизовать место перелома для того, чтобы ускорить сращивание. Опять же, необходимо усилить приток крови к этому месту. Этому способствует смесь эфирного лавандового масла. Еще раз повторяю, эфирного лавандового масла и димексида. Для примера, вот это вот димексид. Вот это вот лаванда. Это просто вам для примера, а не в качестве рекламы. Значит, смесь делается очень просто. Я неоднократно говорю, что, ребята, читайте внимательно инструкцию к димексиду. В инструкции к димексиду сказано, как разводить его водой. Но разводить его надо не водой в данном случае, а разводить его надо лавандовым маслом. Лавандовое масло является обезболивающим, раз. Второе, оно же является противоожоговым средством мощным, два. Третье, оно является хорошим обеззараживающим средством. Димексид является, с одной стороны, транспортным средством, то есть у него огромная проникающая способность, и, соответственно, ту смесь, которая, значит, вместе с ним, он тащит на себе. Точно так же он является, значит, средством обеззараживающим, с одной стороны, с другой стороны, обезболивающим. Значит, в инструкции для тех, кто читать совсем не умеет, написано, что примерно делается 30% раствор. То есть 30% димексида, остальное наполнитель. И если вы наносите средство в труднодоступное место, ну, например, под лангету,
то необходимо делать сначала пробу на симметричной конечности, на аналогичном участке, точно так же под пленку. Примерная дозировка, ну, например, 5-7 капель димексида на 15 примерно капель лавандового масла. Можно по-другому посчитать. Варьируйте. Самое главное, что под пленкой должно греть. Не жечь, не зудеть, не просто так лежать, а именно приятно греть. Значит, вы дозировку подобрали правильно. Дозировка может со временем меняться, потому что потребности организма в димексиде могут меняться. Например, в тех случаях, когда человек получил растяжение, на место растяжения можно делать там до 50 и больше процентов димексида идет. И не будет ожога. Разные потребности у организма в димексиде просто-напросто. Димексид это не химия, объясняю. Диметилсульфоксид это фактически результат смешения жидкостей внутри и околоклеточной того же самого чеснока. Вот если вы чеснок пропустили через пресс тщательно, то вы получите там димексид в том числе. Да, этот димексид, конечно, синтезируется, но тем не менее. Взят он из природы. И, соответственно, если у вас есть возможность, значит вы наносите эту смесь в один слой ваткой или ватной палочкой. В один слой, повторяю, не надо втирать, не надо намазывать старательно. В один слой намазать, укрыть пленкой, сверху укрыть чем-то теплым и все это дело оставить на ночь. Сколько раз так можно делать? Так можно делать 3 раза, 4 раза в сутки. Это можно делать, например, под парафин, если вам его назначили. Можно делать круглые сутки, пока не обалдеете от этой смеси. Еще раз говорю, перед тем, как пихать все это дело под лангету, под гипс, сделайте пробу на симметричной конечности. Потому что есть идиоты, которые, значит, путали дозировку, лили себе все это дело под гипс, получали ожог. Ни к чему страшному, конечно, ожог не приводит, только к образованию волдырей и зуду. Потом бегали и обвиняли, значит, весь окружающий мир в том, что он к ним недружелюбен. Сразу вспоминается поговорка: дай дураку стеклянный, он их сломает и руки порежет. Вот таким вот образом. Сейчас у нас весна. Летят перелетные птицы и особо активные пешеходы. Ломают себе все подряд, потом удивляются, как быстренько все это дело восстановить. Если делать все грамотно, с первого же самого дня, то, что я сказал, то сращивание перелома обычно ускоряется раза в 3. Следовательно, обычно хватает примерно 10, максимум 14 дней для того, чтобы перелом сросся до состояния, когда можно снять гипс или лангету. Естественно, разные кости срастаются с разной скоростью. Губчатые кости срастаются у нас достаточно долго. Косточки на ногах, плюсневые кости, они срастаются очень долго за счет того, что ступня у нас всегда подвижна. Любое движение ногой вызывает движение мышц, связок и косточек в стопе. Даже незначительное смещение косточки отломанной относительно другой части
приводит к тому, что фактически аннулируется все, что там срослось за определенный период. В этом случае особенно важно пользоваться моим рецептом для ускорения сращивания, для того, чтобы хоть что-то там как-то зацепилось в тот момент, когда вы были неподвижны. Что я упустил? Я упустил ответы на вопросы на тему: а можно ли есть вместо кунжута, например, маковое семя? Почему маковое? Потому что оно такое же маленькое? Или потому что вам кто-то сказал, что там много кальция? С маковым семенем таких результатов почему-то не получается. Еще раз повторяю для тех, кто пропустил. Таких результатов не получается, например, с молотой скорлупой яичной. Таких результатов не получается со школьным мелом, или с каким-то другим мелом, или с глюконатом кальция. Таких результатов не получается, потому что кальций не органический. Вот все, что я назвал, этого достаточно. Этого достаточно. Те, кто слушал внимательно, молодцы, теперь они знают, что делать. Те, кто слушал невнимательно и скакал через энное количество секунд, могли что-то упустить, в том числе важное. Они, соответственно, остаются со своей проблемой и без ответа с моей стороны. Комментарии я, еще раз говорю, к этому видео закрою. Будьте здоровы, следите за своим здоровьем. Эндокринологов, которые вам будут говорить, что йод и эндокринная система никак между собой не связаны, посылайте в, на, к и так далее, письменно и устно, потому что ваше здоровье нужно только вам. Если какого-то дурака учили неправильно, или он что-то неправильно понял, вы от этого страдать не должны. Думайте своей головой, слушайте умных людей, подписывайтесь на мой канал. В описании к видео внизу есть ссылка на мой сайт. Там очень много полезного и интересного. Будьте здоровы, всем пока.